королей, там, всяких киллеров, много, а Коммерс один. Как попал на первую 8 июля 2014 года, не представлял себе, как можно сидеть дома, когда все это происходит у нас под окнами. У меня 25 мая день рождения, а 26 утром я проснулся и увидел, что на аэропорт заходят самолеты с вертолетами. Вот это и был триггер. Когда я увидел, что город, как-то до этого особо не осознавал. Даже то, что происходило в Славянске, честно признаться, смотрел по телевизору, и казалось, что это не 100 километров от дома, а это где-то какая-нибудь Западная Африка. А когда это уже в Донецке оказалось, да, вот это и был триггер. За месяц я свернул свой бизнес, все собрал как мог, упаковал, спрятал и пошел. До 18 года прослужил, до Старлея дослужился, ушел, так сказать, домой, налаживать семейный быт. У меня все-таки жена, 4 дочки. 4 года занимался своим делом, пока дети росли. И тут вот 24-го, 2-го, 22-го объявили, что дубль 2, и сидеть дома совесть не позволила. Выстрел! Я считал, что я здесь буду полезен. Как видите, оказалось, да. Сам с Донецка, вот родители, отец гаишник, мама частным предпринимателем была. Здесь, возле ЖД, недалеко отсюда, прям моя малая родина. 8 июня, после первых прилетов по центру, у меня жена, для нее это стало убедительным аргументом. И она уже перестала со мной спорить, собрала вещи и уехали в Ростов. Офицерам старшим плевать на это, преступление это или нет, они нас уже не первый год, им плевать на это. А рядовой состав, возможно, даже не знает, куда они стреляют. Не исключаю вариант, это просто то, что там ребята обколотые, обнюханные, им просто все равно, куда они стреляют. И масса садистов, вот этого товарища, командира «Торнадо» недавно выпустили. Учитывая то, в общем доступе, какая есть о нем информация, его просто нужно было утилизировать, как минимум химическую кастрацию ему провести. Знаешь, мы с тобой в школе учили историю, а им сейчас в школе рассказывают истории. Я немножко застал эту вот уже украинизацию в 90-х годах, но это сейчас я уже понимаю, что тогда уже мозги перепрошивали. А что сейчас у них происходит? У них нет идеологии, у них есть инструкции. И на уроках истории Украины, это отдельный предмет был, но общая история. Вот это наши ребята работают. Отправляют приветы. Мы находимся на переднем крае. Перед нами уже где 600 метров, где 800 уже наши украинские товарищи. Вот, привет от них прилетал. Это из чего? Это танк. 4-этажное здание, теперь стало 3-этажное. Вот отсюда ребята работают. Это наша боевая точка. Старичок ДШК. Старенькая, но безотказная, мощная. Эти ребята, бывшие учителя, шахтеры и таксисты, грузчики, продавцы, сейчас они уже достойные воины, и настроения совсем не те, что были в феврале-марте месяце. Сейчас им только дай, их только пусти. Еле сдерживаем. По-хорошему взять, если уничтожить всех СБУшников и вот эти вот 2-3% отбитых голов нацистов, там-то люди, когда они не будут бояться говорить правду, то большинство даже на Западной Украине скажут, что это мракобесие. Мне их жаль. Мне их реально жаль. Вот, люди, которые хотели бы что-то исправить, но уже не в силах, потому что даже разговаривать об этом нельзя на кухне. Это там диктатура сейчас похуже Советского Союза 30-40-х годов. Знаешь, ненависти нет. Презрения, наверное. Больше презрения и жалости нет. Но и такого волчьего садизма тоже. Да? Я азовцев и всяких там донбассовцев, эсэсовцев в плен бы не брал. А если это обычные вояки, вот такие, как мы здесь,
Они-то тоже думают, что они родину защищают, им-то тоже голову промыли, что на них Россия напала. Они не копаются в первопричине всего происходящего. А вот обычных вояк, да, приняли, накормили, пускай в камеру, но посадили, никто не бьет. И сообщить родным, да, это достойный поступок. Какую перед собой ставишь сейчас цель? Дойти до границ Донецкой области, освободить свою родину. И, наверное, вернуться домой, возвращать свой бизнес обратно. У меня задача, самое главное, это вырастить моих девочек.